Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусные бутерброды. Минимум продуктов и максимум удовольствия. Готовятся они очень просто и быстро и нравятся всем. Ананасы нарезаем небольшими кусочками. Чем меньше будут кусочки, тем удобнее их будет выкладывать на батон. Я использую одну банку консервированных ананасов весом 570 грамм. Примерно 150 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску кладем нарезанные ананасы и добавляем тертый сыр. Сюда же выдавливаем через пресс 2 зубчика чеснока. Все заправляем майонезом и перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываем на ломтики багета. Этого количества начинки мне хватило на один багет. Начиненные бутерброды выкладываем на противень от духовки. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 30 бутербродов. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10 минут. Бутерброды готовы. Выкладываем их на блюдо. Подаем на стол. Бутерброды с ананасами и сыром получились очень вкусными. От них просто невозможно оторваться. Хрустящий батон и сочная начинка с ананасами прекрасно сочетаются между собой. Готовятся просто и быстро, а съедаются как семечки. Они прекрасно подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Также у меня на канале есть и другие рецепты бутербродов. Некоторые из них я покажу в этом видео. Следующими приготовим бутерброды с грибами и сыром. Готовятся они сложно и достаточно быстро. Продукты самые доступные. 250 грамм шампиньонов нарезаем небольшими кубиками. Нарезанные грибы насыпаем на горячую сковороду и готовим на большом огне до испарения жидкости. Одну луковицу нарезаем кубиками. Жидкость уже испарилась. Наливаем в сковороду растительное масло. Добавляем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами до готовности лука. В самом конце все солим. И перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. Грибы снимаем с плиты и оставляем немного остыть. Остывшие грибы перекладываем в миску. Сюда же кладем 200 грамм творога. Я использую 9% творог. Разбиваем одно яйцо. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Приготовленную массу выкладываем на ломтики нарезанного батона. Этого количества начинки мне хватило на 12 бутербродов. Бутерброды выкладываем на противень. Примерно 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Тертым сыром посыпаем бутерброды сверху. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10 минут. Пучок петрушки измельчаем ножом. Готовые бутерброды достаем из духовки и сразу же посыпаем измельченной петрушкой. Выкладываем их на блюдо и подаем на стол.
Бутерброды с грибами и творогом получились очень вкусными. Готовятся они просто и прекрасно подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Третьим приготовим необычное блюдо из фарша. Оно настолько универсально, что прекрасно подходит для завтрака, для обеда или ужина. Готовится максимально просто. Берем 500 грамм фарша, солим его, перчим черным молотым перцем и насыпаем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Все перемешиваем. Я использую свиной фарш, но также можно взять и любой другой. 150 грамм сыра трем на крупной терке. Помидоры черри разрезаем на 3-4 кружочка. Всего понадобится примерно 250 грамм помидоров. Берем ломтик батона и выкладываем на него приготовленный фарш. Распределяем по всему кусочку. Таким методом выкладываем весь фарш на хлеб. На полкилограмма фарша мне понадобился 1 батон весом 400 грамм. Все подготовленные бутерброды выкладываем на противень от духовки. Кладем плотно друг возле друга. У меня все 20 бутербродов поместились на один противень. Сверху каждый ломтик хлеба с фаршем посыпаем подготовленным тертым сыром. На хлеб выкладываем кусочки помидоров. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30-35 минут. Готовые бутерброды достаем из духовки. Выкладываем их на блюдо. По желанию украшаем их веточкой укропа или петрушки. Блюдо готово, подаем его на стол. Бутерброды с фаршем получились очень вкусными и сытными. Они прекрасно подходят для завтрака. Их можно приготовить с вечера, а утром разогреть. Также они подходят для обеда или ужина. Такие бутерброды – это палочка-выручалочка для любой хозяйки. Они уместны как на каждый день, так и на праздничный стол. Четвертыми приготовим бутерброды с селедкой. Вкусные, красивые и со знакомым вкусом из детства. Вареные яйца трем на крупной терке. Всего понадобится 4 яйца. Пучок укропа и зеленого лука нарезаем небольшими кусочками. Зелень добавляем к яйцам. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Заправляем майонезом и перемешиваем. Начинка готова. Ржаной хлеб нарезаем ломтиками. Каждый ломтик разрезаем пополам. Хлеб выкладываем на сухую разогретую сковороду. По желанию можно добавить немного растительного масла в сковороду. Жарим с одной стороны на небольшом огне до хрустящей корочки. Готовый хлеб выкладываем на тарелку поджаренной стороной вверх и даем ему остыть. На каждый ломтик уже остывшего хлеба выкладываем подготовленную начинку. Сверху на начинку кладем примерно по пол чайной ложки зернистой горчицы. Немного ее размазываем сверху по начинке. Филе селедки нарезаем порционными кусочками. Я предварительно сельдь очистила от внутренностей и костей. Подготовленные кусочки сельди выкладываем на бутерброды.
Сверху бутерброды украшаем небольшой веточкой укропа. Все красиво выставляем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с селедкой получились красивыми и очень вкусными. Необычная подача сразу притягивает взгляд к этому блюду. Такие бутерброды прекрасно подходят на праздничный стол. И последним приготовим легкие и простые в приготовлении бутерброды. Готовятся они из самых простых продуктов, но несмотря на свою простоту, бутерброды получаются очень вкусными. Нарезанный батон или хлеб выкладываем на противень. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Сушим хлеб примерно 10 минут. Также такие гренки можно приготовить в тостере. 3 вареных яйца трем на крупной терке. Два соленых огурца нарезаем маленькими кубиками. Также можно использовать маринованные огурцы. Нарезанные огурцы добавляем в миску с яйцами. Зеленый лук мелко нарезаем ножом. Вместо зеленого лука можно использовать белый репчатый лук. Также измельчаем небольшой пучок укропа. Подготовленную зелень добавляем в миску с яйцами и огурцами. Готовим заправку. В мисочку насыпаем немного соли. Добавляем черный молотый перец. Наливаем 2 столовых ложки растительного масла. Наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Его можно заменить лимонным соком. Сюда же кладем пол чайной ложки горчицы. Для пикантного вкуса добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Все перемешиваем до образования однородного соуса. Приготовленную заправку добавляем в миску. Все перемешиваем. Начинку выкладываем на подготовленные гренки. Этого количества начинки мне хватило на 8 бутербродов. Бутерброды получились очень вкусными. Яйца придают им сытность, огурец сочность, а чеснок с горчицей пикантный вкус. Зелень украшает и придает свежесть. Обязательно приготовьте такие бутерброды, они вас приятно удивят своим вкусом.